Правительство Австрии объявило о новом пакете мер борьбы по предотвращению распространения коронавируса. Покидать теперь частную жилую зону с 8 вечера до 6 утра разрешается только для следующих целей: избежание опасности, помощь тем, кто нуждается в поддержке, покрытие основных потребностей, профессиональные причины, для физического или психического отдыха. Пакет вступил в силу во вторник, 3 ноября, и будет применяться до конца ноября. Около 50 молодых людей турецкого происхождения вечером 29 октября ворвались в католическую церковь, расположенную в округе Фаворитен в Вене. Злоумышленники пинали лавки и громили другую церковную утварь. Хулиганы успели скрыться до прибытия полиции. Тем не менее, действия нарушителей попали на видео. Следователи уже установили личности 10 погромщиков. Ранее они уже были замечены в нарушении общественного порядка. Вечером 2 ноября в Вене произошла серия нападений, которую власти Австрии расценивают как террористическую атаку. По последним данным, погибли 3 мирных жителя, минимум 15 ранены. В австрийских СМИ пишут, что убитый террорист – 20-летний гражданин Австрии, родом из Македонии, который родился и вырос в Вене. Он симпатизировал террористической организации ИГИЛ и задерживался за попытку выехать в Сирию, но был освобожден в декабре 2019 года. По некоторым данным, в Австрии после теракта в Вене произведены множественные задержания подозреваемых. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил во вторник, что среди задержанных есть россияне. Также по этому делу были задержаны 2 человека в Швейцарии, в городе Винтертур. Расследование полиции привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями. Указано в заявлении полиции Цюриха, опубликованном на ее сайте. 23 октября в Стокгольме перед зданием парламента была проведена провокационная акция сожжения священного для мусульман писания. Сожжение Корана было приурочено к недавнему убийству во Франции школьного учителя Самюэля Пати. Когда организатор начал поджигать Коран, вмешались 2 полицейских и попытались предотвратить эту акцию, заявив, что они нарушают общественный порядок и провоцируют мусульман. Однако организатор заявил, что у него есть разрешение, и это его личная книга, с которой он имеет право делать все, что пожелает. Также он представил решение прокуратуры о закрытии предыдущего расследования, касающегося подстрекательства к этническим группам за осквернение Корана, после чего полицейским пришлось отступить. Правительство Швеции планирует предоставить полиции больше полномочий для скрытого прослушивания телефонных разговоров и видеонаблюдения за подозрительными персонами. На данный момент для такого наблюдения следствие обязано обосновать подозрение в конкретном преступлении, санкция за которое не меньше 2 лет лишения свободы, а для секретного прослушивания не меньше 4. Предлагаемые правительством новшества позволят полиции задействовать оборудование, даже если имеются подозрения на несколько нарушений закона, в сумме дающих вышеупомянутые 2 или 4 года тюрьмы.